Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий, и вы на канале Дмитриев Сад. Сегодня вы узнаете, что посеять в январе, какие культуры уже пора высевать, а какие нужно готовить к посеву, готовить черенки к посадке, к укоренению. Разберем самые важные моменты. Итак, январь месяц, еще зима, однако время прилетит быстро и наступит весна. Скоро активно начнем высевать рассаду, а пока идут подготовительные работы. А таким людям, как я, у которых чешутся руки, уже хочется скорее в этой земле поковыряться и что-то вырастить. И вот как раз-таки, кто вот такой нетерпеливый огородник, я думаю, этот ролик сегодня зайдет очень сильно. Итак, что же делать в январе? Что нам нужно сейчас сеять? Значит, итак, у кого есть отапливаемые теплицы, оранжереи, уже можно высаживать овощные культуры на рассаду, например, перец и томаты. Конечно же, у кого теплицы обычные, поликарбонатные, пленочные, нет отопления, еще слишком рано для посева этих овощных культур. Обычно перец я высеваю в феврале, а томаты в марте. Поэтому пока что я их не сею. Единственное исключение я вам хочу показать. Посмотрите, вот такие томаты я выращиваю дома. Это мой домашний огород. Кстати, сегодня будем еще ролики снимать про домашний огород. Покажу, как выглядят мои растения. Поэтому вот, возможно, кто еще хочет домашний огород выращивать, можете сейчас сеять любые культуры. И томаты, и огурцы, и редис, что хотите, можете сеять. Главное, хороший уход и, конечно, подсветка. Без подсветки, к сожалению, домашний огород не вырастить, потому что сейчас мало солнца. А под фитолампами все растет. Далее, что сейчас еще, чем заняться? Я уже начал укоренять батат. Вот в такие емкости я высадил клубни, поставил на укоренение. Всегда стараюсь батат выращивать, укоренять пораньше, чтобы получить побольше посадочного материала. Вот. Причем укореняю без дополнительной подсветки, вот в таких емкостях на подоконнике. Ставлю, и все укореняется. Следующая работа – это укоренение, значит, черенков винограда. Виноград на самом деле можно укоренять и попозже, в феврале, и даже в марте. Но если сейчас чешутся руки, в январе уже можно приступить к сейчас. Почему? Потому что при хорошем уходе, если у вас есть оборудованный стеллаж, фитолампы, вы получите к сезону уже более крепкие саженцы винограда с развитой корневой системой, молодые приросты уже будут хорошие, и к осени вот эта лоза с таких кустов, она вызреет гораздо лучше, чем на тех кустиках, которые будут в более поздние сроки высажены, и лучше приживется, затем лучше все перезимует. Значит, что нам понадобится? Вот виноградная лоза. Толщина виноградной лозы должна быть примерно, как карандаш, даже толще. Вот посмотрите, у меня палец, и достаточно мощная вот эта лоза. Значит, это сорт, винограда Кишмиш 342. Очень вкусный виноград. Ягоды не сильно крупные, но раннего срока созревания, сладкая и не сильно прихотливая. Вот, поэтому хочу еще размножить виноград. Значит, где я храню лозу? Лозу сейчас, конечно, уже резать поздно, потому что всю обрезку я сделал осенью, и виноград под укрытием, под снегом. Лозу для укоренения нужно заготавливать заблаговременно, в осенний период после обрезки. Обрезали и заготовили лозу. Лозу я хранил в погребе, и вот достал один прутик показать вам, как укоренять. Значит, что нам нужно сделать? Нужно сделать черенки. Вот у нас находится почка. Здесь пустое пространство. Под почкой чуть-чуть отступаем пару сантиметров и делаем вот такой косой срез. Так. И далее вот здесь почечка идет. Нам достаточно 2 междуузлей. И над этой почкой срез прямой. Вот у нас получился такой череночек. Значит, верхний срез желательно замазать. Можете лак там для ногтей взять, какую-то краску, воском. Вот это все замазать сверху. Почему? Чтобы не было испарения влаги, чтобы черенок не пересыхал. Далее внизу срез косой. И чтобы здесь более активно нарастали, корни, нужно сделать небольшие такие царапинки. Можете секатором острым, ножом, шилом, вот так пару царапин таких сделать, чтобы корневая система лучше нарастала. И, ставим все это в стаканчик
с водой. Воды, причем, смотрите, здесь не должно быть слишком много. Вот это даже многовато. Надо часть вылить, чтобы буквально вот несколько сантиметров воды было. И вот так вот на подоконничек ставим на укоренение. Еще одна такая подсказочка. Чтобы черенки быстрее пускали корни и быстрее развивались, я добавляю вот в эту воду, значит, сенную палочку. Сенная палочка Profit в жидком виде вот у меня. И вот на это количество воды, ну, буквально, ну, 1/3 чайной ложки в жидком виде сенной палочки. Если нет вот этой сенной палочки, Profit, можете другие сенные палочки использовать в жидком виде. Кто-то сам наращивает, добавлять воду для укоренения любых черенков. Неважно, виноград вы укореняете, еще какие-то растения укореняете. Сенная палочка всегда благоприятствует образованию корней. А затем еще она поселяется в этой корневой зоне. И когда вы уже с корешками примерно через месяца полтора вот эти, значит, черенки высадите в емкости с грунтом, сенная палочка поможет растению лучше усваивать питание, и у вас будет надежная защита еще и от корневых гнилей. Вот, лучше питание, лучше укоренение и защита от различных болячек. Поэтому пользуйтесь. Значит, и еще один важный момент. Если вы укореняете вот так вот в воде вот эти череночки, в одну емкость нельзя их много ставить. Вот такой стаканчик можно поставить 2-3 штуки вот таких черенка, не больше. Когда много черенков здесь будет, процессы укоренения идут намного хуже. Поэтому обращайте вот на такие мелочи также внимание. А также не забывайте, что сейчас в январе уже пора высевать, либо хотя бы уже ставить на стратификацию семена многих декоративных культур. Это может быть лаванда, либо дельфиниум. Вот эти культуры нуждаются в стратификации. Как делать, я уже рассказывал. Во влажные ватные диски насыпаем меленькие семена, ставим на 2 недели в холодильник и затем приступаем к посеву. Причем посев мелких семян должен быть поверхностным, без заглубления. Есть еще один способ, более легкий. Допустим, у вас есть семена лаванды, меленькие. Вы взяли вот такое вот корыце, как у меня, насыпали, значит, необходимый грунт, по поверхности семена распределили, немножко сбрызнули водой, накрыли пакетиком, чтобы это не пересыхало, и поставили на 2 недели в холодильник. И уже здесь они пройдут стратификацию. Достали с холодильника, поставили на подоконник, и очень быстро появятся всходы. То же самое и с дельфиниумом делаем. Далее, что еще надо посеять? Вот сейчас уже в январе можно сеять. Можно сеять клубнику и землянику. И что касается земляники мелкоплодной, значит, молодые вот эти сеянцы, которые получатся из семян, они полностью сохраняют сортовые свойства. Вот. И по весу ягода будет соответствовать, по вкусовым качествам и так далее. Что касается посева семян клубники. Клубника размножается вегетативно, либо делением куста, либо усами. При семенном способе размножения не всегда сохраняются сортовые свойства. Может идти расщепление. И какие-то кусты будут с абсолютно другими качествами. Могут быть хуже по урожайности, по вкусовым качествам, а могут и наоборот превосходить родителей по вкусовым качествам, по урожаю и так далее. Ну, можно экспериментировать, выращивать из семян клубнику. И совсем забыл еще про декоративные растения, про цветочные, вернее, растения. Про петунию. Петунию, опять же, высевают в более поздние сроки, но сейчас в январе можно сеять особо ценные сорта, потому что есть петунии, у которых семена стоят просто как крыло самолета, редкие сорта различные, вот, и их можно размножать затем черенками. Вот сейчас можно посеять, под фитолампами выращивать, вырастут хорошие такие кустики, и к весне начеренковать, размножить петунию, в отдельной емкости рассадить, и к весне вы получите большой объем посадочного материала. Поэтому петунию, опять же, можно уже высевать. Кстати, семена петунии в стратификации не нуждаются, они и так дают сходы. То же самое касается клубники и земляники. Этим семенам стратификации не обязательно, хотя при желании, вот, например, вы можете стратифицировать семена клубники и земляники. Хуже от этого не будет. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие культуры вы высеваете в январе месяце. На этом все. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч.